преподавание русского языка как иностранного, то есть экспорт языка, невозможен без распространения, развития, укрепления, сохранения, изучения русского языка в России, как родного языка. Это, знаете, в лингвистике, в педагогике все ведь как в экономике. Если не поставлено внутреннее производство, то экспортировать-то нечего. Поэтому с определенного момента нашего развития, примерно с 2000 года, мы задумались над созданием технологий преподавания русского языка русским, как родного языка. И такой особой категории людей, дети-билингвы, для которых русский язык является вторым родным или первым родным языком наряду с другим языком их семьи. Эти дети, конечно же, это особая аудитория, к ним требуется применять особые технологии, которыми мы сейчас и занимаемся. Русский язык является одним из больших языков, и у всех больших языков есть одна такая же большая проблема. Может быть, это на самом деле даже не проблема. Эти языки начинают варьировать. Вот на материале английского языка мы это видим очень хорошо. Английский язык распался, рассредоточился, разошелся на такие варианты, которые сейчас и фонетически, и лексически, и даже отчасти грамматически не очень похожи друг на друга. С русским языком на самом деле происходит почти то же самое. Русский язык в странах СНГ немного не похож на русский язык в России. И произношение другое, и лексика другая, и какие-то грамматические конструкции несколько иначе выглядят. Поэтому мы задумались над тем, как нам обеспечить общую стандартизацию преподавания русского языка в мире. И как неродного, и как иностранного, и как родного для детей билингвов второго родного языка. Мы понимаем, что в современном мире такая хроническая проблема, как комплектация русских школ учебниками, как своевременное обеспечение библиотек литературы на русском языке, она, наверное, непреодолима и неразрешима. Всегда будут барьеры и бюджетные, и финансовые, и транспортные, логистические и так далее. Единственным инструментом решения этой проблемы на корню является развитие современных коммуникационных, телекоммуникационных технологий, развитие электронных обучающих сред, которые могут в режиме онлайн, в режиме постоянного присутствия в сети обеспечивать тех, кто обучается русскому языку, современными методическими материалами, современными разработками. Именно по этой причине наш институт взялся за разработку большого проекта «Портал образования на русском», который как раз является такой обучающей, развивающей средой для всех тех, кто интересуется русским языком, кто хочет получать образование на русском языке. И сейчас мы выходим уже на новый этап развития своего проекта, после того, как мы выходим уже на завершающий этап развития самой образовательной платформы, мы начинаем повсеместно ее внедрять не только в работу центров по изучению русского языка, но и внедрять в образовательные системы других государств. Именно с этой целью 27 февраля в Женеве при официальном представительстве Российской Федерации в ООН мы проводим такую встречу с экспертами в области образования зарубежных стран. Мы планируем собрать порядка 150 экспертов из 23 стран мира. Это будет однодневный форум, посвященный новым форматам преподавания русского языка, новым инструментам преподавания русского языка, и в том числе, конечно же, преподавание русского языка с использованием современных технологий и портал образования на русском. Мы полагаем, что в рамках этого форума мы услышим и отчасти, наверное, и критику. Многие преподаватели языков, иностранных языков по-прежнему считают, что язык нельзя преподавать с помощью интернета. Все-таки лучший способ усвоения языка – это либо мама, либо живой учитель. Но, вы знаете, наверное, от любого нововведения нужно брать лучшее. Наверняка у интернета, у дистанционных форм обучения и передачи информации есть свои плюсы, которые могут в сочетании с традиционными методами принести большую пользу. Вот именно об этом будут наши эксперты говорить 27 февраля. Также мы считаем, что мы должны сейчас сделать все возможное для того, чтобы сохранить у детей-билингвов, у детей наших соотечественников, проживающих за рубежом, мотивацию к сохранению русского языка. Это наша очень важная политическая, государственная задача.